Всем 8 бит, я Роман Шабанов, и это новая рубрика, которую я назвал «5 шокирующих вещей». Это более легкий по сравнению с обзорами формат. И основная идея здесь в том, чтобы напомнить, как довольно простыми по сегодняшним меркам вещами могли удивлять нас пиксельные игры. В этом пилотном выпуске я расскажу вам о 5 вещах, которые шокировали в игре «Черепашки-ниндзя» для Dendy. Погнали! И начнем мы наш рейтинг с 5-го места. И это два вида геймплея. В самом начале игра встречает нас не только бодрой музыкой, но и геймплеем с видом сверху. Маленькая черепашка-ниндзя ходит между домов, уворачиваясь от огромных катков и уничтожая ниндзей клана Фут. И, следуя обычной для NES игр логике, такой геймплей должен был бы быть во всей игре. Поэтому с первых секунд можно подумать, что перед нами черепахи, сделанные наподобие легенды о Зельде или более знакомого нам Бомбермена. И, надо сказать, такой игровой процесс не вызывает особого восторга. Хотя бы потому, что черепашки-ниндзя элементарно не умеют даже прыгать. Но, как только игрок спускается в канализационный люк, игра полностью преображается. Перед нами предстает в разы увеличенная черепаха, которая машет оружием в нескольких направлениях и, самое главное, прыгает сальтом. Начинается экшен-платформер, в котором нужно крошить врагов направо и налево, постоянно куда-то лезть, уворачиваться от атак супостатов и собирать призы. Поэтому, конечно, вот такое сочетание двух кардинально разных игровых процессов вызывало настоящий шок. К слову, в последующих играх серии такого разнообразия мы не увидим. 4-е место – поездка на черепашьем фургоне. Начало 3-го уровня озаглавлено похищением учителя Сплинтера. Мы с черепашками-ниндзя вновь оказываемся в городском ландшафте. Только вот теперь рядом стоит черепаший фургон. Конечно, этот фургон так или иначе фигурирует во всех играх о зеленомордых ниндзя. Но здесь нам дают сесть за руль этой легендарной машины и спокойно рассекать по улицам города, отстреливая футовых врагов. Но простыми покатушками и стрельбой из пушек игра не ограничивается. Обыща близлежащий дом, мы получаем свой арсенал ракеты. И вот в таком полном боекомплекте мы можем вдоволь покататься на заветном черепашьем фургоне, который, кстати, не раз выручал команду зеленых ниндзей в мультсериале 80-х годов. Именно поэтому при посещении 3-го уровня игры поездка на черепашьем фургоне вызывает настоящий шок. 3-е место – бестиарий врагов. Большинство из нас познакомились с черепашками-ниндзя именно в мультсериале 80-х годов. Поэтому, запуская игру, в первую очередь ожидаешь увидеть персонажей, которые появлялись именно в мультсериале. И поначалу так оно и происходит. Спустившись в первую канализацию, мы видим мышеловов Бакстера Стокмана, странноватых, но все же фут-ниндзей, и даже Рокстеди и Бибоп тут имеются. Но постепенно знакомые враги сменяются абсолютным безумием. Прыгающие карлики, воздушные шары с бомбами, скрюченные каменные существа, мужики с бумерангами, киборги-коротышки. Лично мне больше всего нравится робот, который после уничтожения запускает в полет свою голову-муху. Ну а горящий человек является, пожалуй, самым абсурдным и известным врагом в этом приключении черепах. Такой креатив в плане придумывания колоритных антагонистов встречается в играх крайне редко. И, конечно, вот такая тонкая грань между знакомыми персонажами и абсолютно безумными до сих пор вызывает шок. 2-е место – битва с самим Технодромом. Еще в мультсериале про черепах Технодром вместе с его единственным глазом был чем-то монументальным, недостижимым и загадочным. Всем своим внешним видом он интриговал и завораживал. И благодаря своим исполинским размерам, первое, что приходит в голову при переносе Технодрома в игру, сделать его отдельным уровнем, чтобы можно было пройти по коридорам и взглянуть на эту крепость Кренга изнутри. Но разработчики первой части про зеленомордых ниндзя пошли дальше. Оказавшись на каком-то режимном объекте, наши герои спускаются в странную пещеру, пройти по которой будет совсем непросто. Но в итоге, зайдя в подозрительную дверь под знаком клана Фут, мы попадаем в абсолютно темное помещение.
И вот с правой стороны экрана к нам выезжает технодром размером с весь экран. Огромные гусеницы, трезубец, бьющий током, пушки и фут-ниндзя, выпрыгивающие из люка. И вот с таким титаном черепахе нужно сражаться 1 на 1. В первый раз кажется, что победить его просто невозможно. Поэтому битва с самим технодромом, конечно же, вызывала шок. И на первом месте у нас расположился шокирующий финал. По старой доброй традиции в конце игры черепахам нужно победить самого Шреддера, который теперь грозит уничтожить весь мир. А что ему еще остается делать? Ведь к этому моменту Сплинтер и Эйприл уже спасены. После тяжелого боя черепахи все-таки берут верх и уничтожают своего заклятого врага. На экране появляется их учитель и сообщает неожиданную новость. Вы победили Шреддера и спасли мир. Теперь я могу вернуть себе облик человека. Согласитесь, такого фокуса от старой крысы никто не ожидал. А теперь присядьте, потому что в финале японской версии Эйприл вслед за Сплинтером выдает следующее. Мой отец вновь стал человеком. Я давно мечтала об этом. Сегодня прекрасный день. Я угощу вас особенной пиццей. Получается, что финал первой игры полностью ломает канон и создает свою альтернативную вселенную, где Эйприл О'Нил является сестрой черепашек-ниндзя, а Сплинтера держала в облике крысы только наличие живого Шреддера. Такой финал в стиле бразильских сериалов безусловно вызывает только одно чувство – шок. Мне неприятно это говорить, но мы попали в беду. Ну и небольшой бонусный факт – невозможный прыжок на DOS. Первая игра про черепах удостоилась множества портов на разные системы. Но особенно здесь выделились разработчики версии для DOS. Они с энтузиазмом подошли к переносу игры, перерисовав в ней всю графику. Разрешение у персональных компьютеров тех лет немного отличалось от 8-битки Nintendo, поэтому дизайн уровней пришлось немного подправить. Но вот незадача, при этом в игру прокралась одна маленькая ошибка. Так, на 3-м уровне, чтобы продвинуться вперед, нужно совершить небольшой прыжок в канализации. К сожалению, платформы расставлены так, что совершить этот прыжок черепашка физически не может, делая DOS-версию игры непроходимой без читов. Справедливости ради замечу, что в европейской версии эту проблему исправили. Однако факт того, что в Америке выпустили в продажу игру, которую нельзя пройти, конечно же вызывает шок. Ну что ж, вот такой получился у меня топ-5 шокирующих вещей в игре Черепашки-ниндзя на Денде. Возможно, вы тоже вспомнили какие-то интересные факты об этой игре. Тогда напишите их в комментариях, думаю, всем зрителям будет это интересно почитать. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на канал и вступайте в группу ВКонтакте. Также буду благодарен, если поддержите меня донатом, ну или оформите подписку на сервисе Boosty. Ну а на этом у меня все. Еще увидимся. Спасибо за помощь, учитель Сплинтер.